Добрый вечер. Здравствуйте, мои хорошие. Рада вас всех видеть. Здравствуйте, ТикТок. Здравствуйте, YouTube. Сегодня вышла еще раз посиделками, да, потому что потом буду снимать видео небольшие. Я думаю, вам будут интересны немного так не по моей тематике. Но все-таки решилась тоже на это, поэтому буду делать. Вот так. Теперь, мои хорошие, давайте, то есть начнем как обычно. Жду от вас каких-то определенных вопросиков, не связанных с политикой, то есть этого не будем затрагивать. Потому что пришло после вчерашнего эфира. Вчера я была? Позавчера. Эфира пришло опять предупреждение. Все как обычно. Вот так. Ничего не изменяется. То есть я говорю, как все как обычно. Добрый вечер. Жду от вас вопросов. Так, пока сейчас вы собираетесь, да, поэтому прошу еще, пожалуйста, ТикТок. Я не делаю погодушки, поэтому это не ко мне, да, чтобы вы знали, кто меня еще не знает. Так, смотрите, мои хорошие, там у меня с 22 числа у нас, у моей команды, то есть я выпускаю свою команду в работу, они уже сейчас так работают, да, но вот именно в открытый эфир, как говорится, в открытое плавание, там начинаются такие тематические сессии, я бы сказала так. Они будут у нас 22 проходить. Посмотрите, пожалуйста, по рекламе. В Инстаграме есть в Ютубе здесь в сообществах. Зайдите, пожалуйста, там это есть. То есть там у нас 4, сейчас пока на данный момент 4 человека выходят, остальные девчонки будут чуть попозже выходить, то есть у меня их много, кто работает уже вовсю. И то есть они будут рассказывать, каждый по своей тематике, кто с чем работает, как это делать и все остальное. Поэтому посмотрите, это будет интересно достаточно. Я не приглашаю в прямой эфир, то есть я этого не делаю. Сейчас на данный момент точно нет. Итак, мои дорогие, жду от вас вопросики. Все, то есть никаких личных, никакой политики, то есть этого не касается. Эзотерических, пожалуйста, и, пожалуйста, не про сны, потому что я говорила про сны, то есть много раз, сами понимаете, это такое дело, то есть у каждого свое какое-то индивидуальное, поэтому надо присматриваться каждому самому к своим снам. Так, сейчас, подождите-ка. Танечка пишет: Лиля, привет. Подружка скинула какой-то календарь денежный в ТикТок, видосик мне. Там календарь, денежный мешок, 800 лет, раз в год, типа 4. Ой, короче. Тань, ты, я думаю, сама все понимаешь, то есть это такое. Хотя, знаете, я вам скажу так, если кто-то во что-то верит, обязательно это получается. Но надо верить чисто, да, то есть вот именно серьезно верить в это. Если родные братья и сестры в ссоре, не общаются, как это скажется на роде? Не очень хорошо. То есть это действительно, то есть дети могут тоже также между собой конфликтовать. Но, к примеру, это может происходить, к примеру, вот вы вот там между собой братья и сестры, и это может в какой-то семье, например, у брата. Тоже его дети могут в конфликт выходить, понимаете? То есть вот такие вот вещи. Поэтому, конечно, желательно здесь примирение, найти какие-то точки все-таки, потому что всегда можно найти, если очень-очень захотеть, всегда можно найти. Но если все-таки примириться. Почему астропрогноз не ваши у меня совпадают с опозданием, в 1,5 месяца один? Танечка, вы у меня, значит, вперед паровоза бежите. Есть такие люди. Есть. И у меня тоже есть на эфирах. И я, честно говоря, мне даже это интересно всегда. Почему? Я конкретно даже не знаю, почему так происходит. Но для меня, когда я пыталась посмотреть, мне показывают, ну, человека вперед паровоза бежит. То есть он торопится жить. Поэтому такое происходит. Да, добрый вечер. Кто у меня заходит? Так, ну, тусик. Окей. Про параллельные миры не хочу говорить. Да, блин, там так много. Да и знаете, честно говоря, ну, начну я рассказывать про параллельные миры. Ну, покрутят мне так 80% возле головы покрутят, скажут: "Ну, ты вообще больная". Зачем? Каждый проходит этот этап сам, то есть он действительно проходит где-то в каких-то моментах, где-то во сне, где-то еще как-то, то есть это происходит. Так, Галочка написала: "Я мама с дочерью в конфликте давно, не выходит на связь. Выйдет ли она?" Галь, это надо просматривать, это личный вопрос, который надо просматривать. Асария, добрый вечер, рада вас видеть. Потому что там надо смотреть вашу энергетику, надо ребенка смотреть энергетику, почему вообще у вас этот конфликт происходит. Сейчас. Что означают кармические отношения? Аллочка, чуть попозже мне напомните про этот вопрос. Я просто сейчас такие легкие сначала, потом дальше пойдем. Потому что по кармическим отношениям немножко дольше рассказывать. Расскажите вкратце, как работают ваши браслеты. Моя дочь, я ей подарила его, сказала, что первые 3-4 дня чувствовала себя не очень хорошо. Это нормально, если у человека есть определенный негатив, и если есть перестройка, то человека надо перестраивать. Абсолютно нормально.
То есть это же настоящие камни, живые плюс серебро, поэтому здесь ничего такого нету. То есть пусть наблюдает, что с ней еще происходит, то есть какие у нее изменения. Пусть не ждет чуда, потому что многие почему-то ждут чуда, как волшебную палочку, да, а вот именно сдвиги будут. Да, друзья мои, ставим лайки, не забываем. Привет, Свет. У нас, родословно, все в ссоре в семье, начиная от деда, но я стараюсь с братом поддерживать хорошие отношения. Проглатываю много, хочу сохранить семейные ценности. Это хорошо, Кирилл, значит, правильно двигаетесь тоже. Так, Лилия меня во сне укусила собака и прям в крови. К чему бы это? И опять только сейчас сказала, про сны я не буду говорить. Смотрите сами, то есть смотрите сейчас по ситуации. Потому что приблизительно одни и те же сны у нас всегда снятся. То есть они похожи чем-то, да, и смотрите, что у вас будет происходить. И просто накладывайте это на себя потом. Про знак лев по работе финансы я, есть же, я делаю уже эфиры раз в неделю хотя бы, да, то есть если вы хотите лично, это опять же на консультацию, там будем смотреть, что у вас там происходит с финансами и все это такое. Ждать ли нам новые болячки в Германии или попытки всех закрыть по домам? Так, конечно, не хотела бы по эту тему говорить, потому что опять мне сделают предупреждение. Но я очень рада тому, что сейчас происходит какой сдвиг в Германии, и это связано с байерами, которые у нас поднялись, то есть с фермерами, кто не знает, кто такой байер. Это огромнейший толчок, и я думаю, что если пойдет так дальше, то есть революции нам не миновать. Надо бы. Вот честно говоря, надо бы. То есть что бы там ни происходило, то есть это нужно все равно, потому что иначе изменений никаких не будет. То есть если будем сидеть тихо, все ровненько, да, и будем спокойно все это наблюдать. И я надеюсь, что они побоятся. По идее, вот новый закидон вот этот должен был сейчас произойти как раз в середине января. Но так как у нас шествие, то есть я думаю, что они побоятся это сделать. Следующий будет именно такой, опять попытка такая, то есть опять же, я очень надеюсь, что опять вот будет именно что сдвиг, что народ понял, что происходит. Это может быть в 25 году, да. То есть это может быть такое. Но я говорю, так как у нас люди все равно уже понимают, что вообще происходило в 20-х годах, да, то есть, 20-21, я думаю, что не пролезет. Я очень на это надеюсь. И мне очень нравится, то есть я говорю, я потом сидела после нашего эфира, я еще сидела там, ковырялась, смотрела, что происходит. По телевидению же не показывают, но я его не смотрю, я только фильмы смотрю какие-нибудь, легонькое что-нибудь. Сколько стран объединилось. Вот это, то есть, значит, то есть, все понимают, что это прекрасно, что одну страну, если одна страна только будет действовать, то сдвигов никаких не будет. То есть, а так как объединение идет практически со всех стран, то есть сколько Турция прислала, Польша, да, Франция, то есть сколько вот именно людей двигается, это о многом говорит. Значит, мы еще не потеряны. Значит, все равно еще можно что-то сдвинуть. Так, сейчас дальше. Какой цвет кошелька денежного? У меня черный. Мне как-то, знаете, по барабану. Красный, зеленый. Главное, знаешь, чтобы деньги там водились, а нужно работать. А вот это вот там заговорить, да, можно какие-то вещи сделать, но все равно, понимаете, то есть заговоры, вот это вот там заряжать кошелек и все остальное. Это все, конечно, прекрасно, но когда человек выходит на более высокий уровень, ему это не надо. То есть он прекрасно понимает, то есть мозгами, по крайней мере, что прежде, чтобы в кошельке что-то водилось, нужно работать. Вот это он прекрасно понимает. То есть поэтому нужно не работать, надо пахать. В наше время надо пахать. Как договориться с домовыми при продаже квартиры? Вот как если бы вы договаривались с каким-нибудь человеком. То есть по-простому, о том, что вы его заберете с собой, что он не останется там, то есть что вы как хозяева его с удовольствием возьмете. Прямо так договариваться. Когда переезжаете, то есть тоже такой совет небольшой, да, когда вы переезжаете, я делаю так. То есть некоторые сумку открывают, то есть берут его с собой. Я кидаю тапочек всегда. Говорю, дядька домовой, пошли со мной. Все. Вот так, вот так. Дальше идем. Да, добрый вечер, кто у меня заходит только. Почему в городе из многоэтажных домов видно черные столбы в небо? Что это значит? Не знаю. Катя, мне надо посмотреть. Уже я могу сказать, что это вот выбросы, да, какие-то, но здесь я сомневаюсь, и здесь что-то другое. Амулеты только в день полнолуния в окно ночное ставить или новолуние? Вы имеете в виду, чтобы заряжать? Смотрите, то есть, смотря на что сделан амулет, то есть у вас, да, то есть некоторые нужно, вот если я делаю амулеты, я всегда говорю под проточную воду, потому что они в основном очень много работают на негатив, снятие негатива, убирание, раскрытие дорог, то есть вот такие вот вещи.
То есть я говорю о том, что там не имеет значения, в какой день и все остальное, то есть абсолютно. Просто под проточную воду. Есть, что заряжают на новолуние, есть заряжают на полнолуние, то есть смотря, опять же, для чего он у вас сделан. Вот, на очень хорошо на равноденствие это делать, то есть когда у нас происходит там солнечное, да, равноденствие, то есть очень хорошо тоже на окно ложить там с 6 утра. Вот эти вот вещи делаются, именно зарядка солнечным светом, то есть тоже лунным либо солнечным светом делается. Здесь особо так роли не играет такой большой, да, то есть нежелательно на убывающую луну вот делать, то есть лучше всего вот именно на растущую, если вы хотите, чтобы что-то приходило. Так. Кто-то верит, а я в твой прогноз верю. Ты мое солнце. У внучки цепочка от кулона, которую заказала я у вас, заржавел. Я почистила. Это что-то на себя забрала. Может, Ириш, может забрать. Поэтому смотрите, пожалуйста, контролируйте. Камни и серебро, вот которое делается, оно очень сильно показывает. То есть, если, например, серебро у нас показывает, мало того, что он негатив показывает, еще и болячки может показать. То есть если вы знаете, что когда серебряные кольца либо серьги начинают там темнеть, да, что это происходит. Здесь тоже все чистое серебро, 999 проба. То есть, ну, там 1%, естественно, да, это просто нереально. Поэтому смотрите, как оно себя ведет. Еще бывает такое, что человеку неуютно в браслете, к примеру, да, то есть такое тоже бывает. Конечно, может быть, что вот из-за того, что они холодные камни, то есть камни настоящие всегда холодные, может из-за этого быть, но может еще такое, что не то, что не сочетание происходит, а то, что у человека что-то сидит, что человек сопротивляется для того, чтобы вот это вытащить. Вот тогда будет как бы неуютно так себя чувствовать, некомфортно. Неуютно, а некомфортно. То есть поэтому наблюдайте. Блин, опять пропала. Сейчас, секунду. Сейчас у меня просто перескочило. Что лучше действует, амулет или браслет? Не имеет значения. То есть абсолютно не имеет значения у одних, то есть смотря что ты носишь, как говорится. Ам, Ириш Дюешева, я, наверное, неправильно, Дюйзева, что то может быть, Дайсова. Не могу некоторые слова называть, честно говорю. То, что там у вас всегда в США какие-то бунты происходят, да, то есть, ну, какие бунты, да, то есть там больше на национальном, скажем так, для меня. То есть, ну, уровень жизни и всё остальное, там с этим связано. Сказать, что именно гражданское многоточие, нет, не вижу. Так, мои хорошие. Беларусь, привет, мои дорогие. Здравствуйте, здравствуйте, кто у меня заходит. Тикток, делитесь, пожалуйста, трансляцией, да, чтобы немножко так раскачать его можно было. Сейчас, где мы тут дальше? Сейчас идем. Сейчас не кошелек. Делали онлайн-гороскопы на неделю. Действительно ли есть вероятность того, что вы увидите события определенного человека? Может эффективнее в записи расклады делать? Юль, у меня просто времени нету в записи расклады делать. И мне легче так работать. То есть вот на такие эфиры мне действительно легче работать, выходить в прямой эфир. У меня тогда ощущение идет, то есть когда ты сидишь, записываешь видео, ты разговариваешь сам с собой. В принципе, я делаю это то же самое сейчас, но я вас чувствую. И мне легче говорить и просматривать, как бы, знаете, там происходит такое. Вот идет фантом, да, то есть я называю, например, там, скажем, ну, телец. Вот, и идет определенный фантом, он как будто объединяет определенных людей, и там потом картинки накладывают. То есть такая работа. Когда я это делаю одна, то есть я этого не вижу. То есть мне все-таки нужна, вот, скажем, аудитория, да, то есть вот, чтобы я вас чувствовала, энергетику эту чувствовала. Почему очень часто происходит, что я там вдруг запахи, да, там тут картошку жарит, да, рыбку кто-то кушает. То есть почему это? Потому что вот это вот как раз идет, что я работаю в соединении с вами. Поэтому мне так легче. В записи мне тяжелее это делать. Поэтому у меня так мало видео, потому что мне тяжело работать именно вот в записи, для записи. Сложно очень. Так, здравствуйте. У меня всегда такое ощущение, что что-то должно произойти через несколько дней. Это действительно происходит. Вот сегодня, кстати, я хотела по этому поводу, Ларис, вы как будто чувствуете меня, да? Снять вот это видео. То есть после эфира я буду снимать короткое видео, вот что такое ясновидение, что такое предчувствие, чтобы, ну, коротко. Я, сами знаете, я заморочки не люблю, там сидеть часами, что такое. То есть я только в эфире могу часами сидеть. А так, то есть короткое видео, то есть как бы вот рассказать.
И что такое, когда на женщину говорят: "У, накаркала". Тоже это скажу. Светочка пишет: "Лично у меня уже второй браслет от нашего мастера. Поверьте, много лет я занимаюсь сама оберегами, а это такая благодарность Лилечке. Камни настоящие, я знаю их цену. Мастер просто не берет за свой труд". Свет, спасибо огромное. Добрый-добрый вечер, кто заходит у меня. Ваши предсказания для рака сбылись. Я кое-что потеряла, жалко вроде. Откупилась. Вот, Надь, правильно сработала, правильно сказала, вот так и говори. Когда вы что-то теряете, либо у вас что-то происходит серьезное. Кстати, сегодня у меня были 2 случая, такие приходили люди, которые говорили, что не понимают, почему это происходит. Пожалуйста, если что-то серьезное происходит, именно не с вами, скажем так, да, а вот, ну как, с вами, но я имею в виду материально, говорите обязательно в это же время, говорите "откупилась". Есть вещи, которые мы не замечаем и творим. Ну, грехи по-простому. То есть не замечаем, кому-то делаем больно, что-то еще, понимаете? То есть вот это вот. И когда вы это говорите, вы как раз, то есть когда вы говорите слово "откупилась", то есть вы освобождаетесь от этого всего, то есть и дальше уже будет легче. И поверьте мне, когда у человека происходят такие ситуации, и он с легкостью вот это говорит, ему приходит в 2, в 3 раза больше на самом деле потом. То есть очень легко все восстанавливается потом, вот просто как по маслу. Где мы тут дальше? Я домового шапки забрала. Ну, видите, тоже вот, ну почему нет? Вы говорите, что нужно договариваться с домовым, чтобы продать квартиру, но вы в эфирах у нас предупреждали, что с ними лучше не говорить. Нет, договариваться и разговаривать, потому что, Кирюш, есть такая ерунда. Сейчас немножко подутихло, но одно время шло. Когда народ проверял, есть в доме домовой, нет в доме домовой, там ручки ложили, карандаши ложили, то есть вот это все на стол, там, да, вот, ну, такую ерунду. Когда ты делаешь такие вещи, то есть он начинает как раз понимать, ага, я все-таки здесь такой хозяин, да, и я вот тогда он начинает именно с этим работать. Когда вы делаете, для чего домовой в доме? Он делает лучше, да, он делает спокойнее, он делает уютнее и все остальное. То есть у тебя, он защищает дом. Вот договариваться все равно с ним можно. Так же, как и подкармливать его нужно, то есть это все нужно делать. У меня бабушка всегда говорила: "Благодари, что не хуже стало". Откупилась от страшной боли. Вы мое солнце. Бабушка, у вас низкий поклон, что она такие вещи говорила. То есть человек знающий был. Нас 3 сестры, всегда были связующим звеном, но вот начался конфликт из-за родительской квартиры, в которой жила я одна 35 лет. Я решила просто не конфликтовать, это моя жизнь и решать буду я. Оля, можете так сделать, да, потому что если это вам принадлежит, ради бога, как говорится. Но я, когда начинаются такие конфликты, я говорю проще. То есть, если уж до того дошло и есть возможность продать эту вещь, просто разделить на всех, вот и все. У вас, скорее всего, этой возможности нету, поэтому если вы там столько прожили, в этом доме, то есть, ну, я думаю, здесь вообще претензий никто не имеет права. Недавно видела сон, была у вас в гостях в квартире номер 7. У меня не номер 7. У меня 2. Что означает, когда видишь одинаковый вот ой, Леночка Соловьева, есть видео у меня короткое, можете посмотреть. Есть, нет, не видео, есть этот статья есть, посмотрите, пожалуйста, в сообществах это есть, да, но я это не люблю. Вот это вот смотреть, одинаковые числа и все остальное. Потому что у каждого человека все равно индивидуально. И плюс вот эти вот значения, которые везде пишутся, они не схожи с теми, что делаем мы. Потому что у меня есть Юля нумеролог, которая работает очень серьезно с цифрами, и она, то есть меня вот этому показывала, мне обучала, и я просто на своем опыте понимаю, что то, что пишется в интернетах, это совершенно не совпадает с тем, что то, что видит человек. То есть, что там где-то энергии не хватает, где-то на распутье стоит. То есть совсем разные вещи. Сколько раз говорили, что... Так, подождите-ка, сейчас прочитаю. Маргарита, до вас... Секунду, назад. Где? Блин. Секундочку. Где вы у меня? Рит, не могу вас найти, пожалуйста, прокопируйте опять, пожалуйста, сообщение, а. Так, потому что слишком высоко походу. В прошлом году болела часто, все после этого я изменилась, перестала обижаться и загоняться, чувствую себя очень легко на людей смотреть по-другому. В рост пошли, молодец. Да, Александр, добрый вечер. Есть ли дома домовой? Спасибо.
Ну, есть домовой, у меня точно есть, у вас не знаю, надо думать, смотреть. У меня всегда такое ощущение, что что-то должно произойти через несколько дней, это действительно происходит. Это я уже, Ларис, мы с вами я уже говорила. У меня есть от вас браслет, но я в основном сижу дома, не одеваю. Вот браслеты, то есть я советую еще, вот здесь все равно, Катя, правильно вы думаете, то есть я советую, если браслеты одеваются, то есть потому что я всегда делаю на защиту, я обязательно вплетаю туда. То есть одевать их на выход. То есть потому что, ну, они красивые, они неплохо смотрятся, я так думаю. По крайней мере, мне нравится. Потому что очень часто у нас как раз весь негатив приходит извне, когда мы выходим, там идем на работу, либо что-то еще. Вот желательно как раз в такие моменты одевать. Постоянно его носить все равно сложно. Есть камни очень такие грубые, тяжелые, не по весу, а именно то, что они работают мощно, то есть поэтому бывает сложновато. А если нет ни амулета, ни браслета, это плохо? Нет. Почему? У меня тоже нет ни амулета, ни браслета. Я не одеваю, не ношу, потому что, ну, у меня немножко другой принцип. Лилия, в Германии все будет good, переживем трудные времена. Мы сейчас подходим, Тань, к тем временам, которые у нас были, мы их уже проживали. Это конец 80-х, начало 90-х, то есть 90-е года. То есть мы их уже проходили, то есть и сейчас это происходит здесь. Здесь эти времена тоже были. В 70 каком-то, 79-й, по-моему, это год был, там такой критично очень достаточно был. То есть все равно здесь идет тоже цикличность. Мы просто это не застали. Возможно, те, кто вот, русскоязычные приехали, вот наши немцы, этнические немцы, приехали в то время, да, если была бы возможность, они бы это время застали. То есть мы в Германии именно нет. А вот там, где мы проживали, в Казахстане, мы это хапнули по полной программе, мы знаем, куда мы двигаемся. То есть сейчас все это показывает, что именно так происходит. Как вы относитесь к писанию от Иоанна Богослова? Хорошо отношусь к Иоанну Богослову вообще, да, то есть, но только надо его правильно, потому что его так же, как Вангу, когда его перечитывают, его неправильно немножко интерпретируют. То есть есть такие вещи, то есть когда даже мы берем самое элементарное, и упадет на землю звезда по имени Полынь, да, то есть если мы берем даже этот момент, то есть все считают, что это как раз был Чернобыль. Потому что Чернобыль там с какого-то с перевода означает полынь, то есть вот именно к этому идет. Поэтому здесь, ну, я немножко другого здесь мнения, то есть, ну, это мое мнение. А вы выбираете то, что вы хотите. Но я отношусь к нему очень даже неплохо. И в принципе, да какой неплохо, хорошо я к нему отношусь. Чё я тут буду сказки рассказывать? Когда я изучала, то есть изучала я это очень давно. Честно говоря, не ожидала, что мы все-таки дойдем до этого момента, то есть что так это происходить будет. Но факт то, что события, которые происходят, на самом деле они сейчас есть. Единственное, мы рассчитывали в какой-то степени, что это все быстро будет происходить, а это затянуто, поэтому сложно для человека. Лилия, в картах Таро отражается, что у меня присутствует способность к эзотерике. Как понять, в какой сфере эзотерики мне следует развиваться? Благодарю. Ин, здесь лучше всего смотреть не в картах Таро, то есть там тоже можно это посмотреть, то есть хороший таролог может глянуть. Но если посмотреть по дате рождения, там это тоже есть. То есть вот более, ну, такое, знаете, конкретно. Там есть целительство, можно определить и все остальное. Я скажу так всегда: ребят, обучайтесь все, что вам нравится. Не надо идти в одну сторону, прям вот всё вот. Идея фикс, я пошел, только Таро занимаюсь. Потому что все равно там, где Таро, там есть ясновидение. Там, где есть ясновидение, есть биоэнергетика. Понимаете, это настолько все между собой связано, и это нужно всего знать. Если, к примеру, там, вы видите, что на человеке какой-то там негатив, вам же надо узнать, что за негатив и как делался. То есть это значит, надо знать обрядную, и эзотерику. Обрядную эзотерику надо знать. Поэтому обучайтесь всему, что вам интересно. То есть надоест — меняйте. То есть менять можете менять. Не надо смотреть на эти вещи как на поклонение какое-то. Это самое главное. А вот изучать все надо. Понимаете, это то же самое, что определенная школа жизни, да, то есть вот на школе учили там вот разные науки, да, где-то в какой-то степени что-то пригодилось, а там пригодилось, тут пригодилось, где-то в истории, где-то в географии, спасибо за сердечко, то есть вот это вот все пригодилось. И также и в эзотерике нужно знать все равно какие-то определенные сферы, то есть это вот желательно бы. Потом уже, когда вы с этим работаете, вы уже понимаете, что вы, окей, вы только там, вы в медиуме хорошо, то есть вы как медиум, как актер, вы очень хорошо здесь идете. Или там, что у вас отлично идет ясновидение, да, значит, вы просто акцент делаете более серьезный на такие вещи. Вот и все.
Как у нас будет? Оля Гафнер, привет, мое солнце. Ай, весело у нас будет. Хочу умные часы, но не вредно ли носить их на запястье? У меня тоже они есть. Я с удовольствием их ношу. Нас все вредно. Но мы уже в такой вредной атмосфере живем, что вот какая разница? Немножко больше на нас, немножко меньше. То есть, но зато можно что-то проконтролировать, по крайней мере, там сердцебиение, сон и все остальное. Как выбраться из наркотической зависимости от человека? У него сил уже просто нет. Надо отрезать. То есть есть, да, брядики есть небольшие, конечно, но лучше всего, так как мы сейчас, у нас сила мысли очень такая рабочая, лучше это делать на визуализации, просто разрывать эту нить. И потом обязательно себя заполнять. То есть заполнять именно вот свою ауру и все остальное. Я чувствую, что мы с вами подружимся. Скажите, пожалуйста, стоит ли мне представить планируемые действия, которые 100% должно вот, Динара, личное — это только личное, и это только на консультациях. Расскажите, какие есть карты, какие ваши любимые, на какие классы они делятся? Карты берутся под ситуацию или можно любыми решать задачу, проблему? У меня есть любимые только раз, 2, 4 колоды. У меня огромное количество колод сейчас. Я когда пыталась все показать девчонкам, но их очень много. Хочу сделать такую свою библиотеку этих карт, то есть вот чтобы там на будущее, потому что некоторые я даже толком не раскрываю, так посмотрю и просто запаковываю обратно, потому что мне неинтересно. Я работаю по классике, я работаю с таро-тота, то есть Кроули. Это у меня основные, но я работаю только с верховными, то есть старшими арканами. Ленорман классику я беру, рунические карты я беру, то есть если нужен совет, и оракул германский. То есть я думаю, вы это сами видите на всех моих вот эфирах, где я работаю с картами, только эти 4 колоды. Колод огромное количество. Можно, конечно, попробовать различные, я пробовала разные, но они не дают мне той вот этой вот э, карты нужны для толчка, чтобы твое подсознание работало. И именно с ними мне легче работать. То есть я как бы подтверждаю. У меня сначала картинка идет, вы знаете, да, там либо информация какая-то идет, потом картами я подтверждаю, так или не так. Если идут разногласия в голове и разногласия с картами, я перепроверяю. То есть я перезадаю вопросы и делаю по-другому. Немножко в обход тогда делаю. Тоже такое бывает. Классы это, ну, какие классы бывают? Бывают оракул, бывает у нас, блин, да всякое бывает, да. Ну, вот основные у нас это идут оракулы, да, скажем так. То есть таро то ой, таро и уже как бы оракулы, то есть, остальное такое все. Сейчас, где мы тут дальше? Посоветую, как развиваться духовно, если знаю, что магические способности, хочу двигаться дальше. Спасибо. Только Мари, я только сейчас немножко так говорила, да, то есть вы можете, конечно, изучать биоэнергетику, можете изучать, кто-то изучает космоэнергетику, к ней я не очень хорошо отношусь, это не мое. То есть просто надо вам найти себя, что вам интересно. Посмотрите некоторые эфиры разных же практиков, море их. Посмотрите эфиры различные, да, что вас заинтересует. Идите вот в эту сторону. Олечка Йонас, я только говорила насчет того, что вот, как заряжать амулеты. Перешла сюда, на "Тикток", не проходит, что я пишу. Странно. Кстати, у меня тоже говорили, что некоторые меня просто-напросто не видят. Валюш, я не имею права говорить, потому что если бы я только в "Тиктоке" сидела, да, так я сижу в "Ютубе", и эти слова я на "Ютуб" уходить. Это будет проблема, у меня будут предупреждения, они уже есть. Так, так, так. Так, Лариса. Ларис, это личный тоже вопрос. Пожалуйста, моя хорошая, на консультацию будем смотреть, какие гефюли у твоего френда и все остальное. Вы планируете делать просмотры за донаты в ТикТоке? Не люблю. Я говорю, я вот делаю вот в Ютубе. И то я вот делаю, что на год, да, вот такое вот. Можно, конечно, вести это, что я там по оракулу буду говорить, там эти 3 карты или что-то такое. Можно попробовать, конечно. А вот так вот отвечать на информацию, там хватает тоже гадальщиков, которые это могут делать спокойно без меня. Хожу на курсы немецкого языка, со мной за одной партой сидит женщина. Так вот, после знакомства с ней, общения у меня случаются неприятности. Что в таком случае делать? Поставьте себе какую-нибудь защиту, очень важно. И после того, как вы сходили на курсы, придите домой, сделайте небольшие чистки. Душ, соль, самое простое, элементарное. Да, я рак и подтверждаю, я нашла 10 евро на дороге, но дома обнаружили, что их потеряла опять, выпали из кармана. Ой, компьютер искажает слова.
Домовой чувствуется, когда он есть. Да, домовой чувствуется, когда он есть. Иногда приходишь в дом, и ты понимаешь, вроде бы все чистенько, аккуратненько, но какой-то холод. Вот кому-то, если приходишь, такое редко-редко, но бывает. Прям вот, и не от того, что натоплено, тепло, вот вроде бы по атмосфере, а вот там вот ощущение вот этого холода происходит. Вот тогда это значит, что дом пустой, но это редкий случай. Аннушка, спасибо, моя хорошая. Скажите, пожалуйста, на третий день душа умершая может увидеть даты смерти своих родных, близких заранее? Да, может. Но в основном это не на третий день происходит, это немного по-другому, это может быть в начале. Первые 3 дня человек просто просматривает именно, что вокруг, вот эту обстановку, все остальное. До 9-го дня он смотрит свою жизнь. Ну, до 40-го прощается и потом уже дальше. Так, здравствуйте, Лиля. С весны смотрю недельные прогнозы, предсказания удивляют. Заразила многих родственников, даже мужскую сторону. Ждем следующего прогноза. Кстати, прогноз будет завтра вечером. То есть я сейчас ищу подходящее для себя время. То есть в воскресенье утром что-то мне надоело уже. Ну, я такая, я тоже не могу долго очень находиться на одном месте, как говорится. Мне нужны изменения. Тем более я уже столько времени делаю вот это одно и то же, вот эти прогнозы на неделю. Надоедает, представить не можете как. Потому что мне все время кажется, что я одно вот повторяю, понимаете, это сложно. Завтра будет прогноз в 6 часов вечера по Германии. Завтра я его сделаю так. То есть сейчас пока меня успокаивает время именно вот это. Суббота в 6 часов вечера. Не знаю, почему успокаивает. То есть попробуем так. То есть я не хочу от них отказываться, но мне нужна тоже смена декораций. Друзья мои, не забываем ставить лайки, я вас очень прошу. Блин, опять проскочила. Да ё-моё. Лиля, добрый вечер. У Водолея с 2024 года будет трансформация из Плутона на 20 лет. Жень, солнце мое, понимаете что? То есть надо все равно по человеку смотреть. То есть у одних она будет, у других нет. Одни дозревают до этого, другие нет. У вас возможно, потому что да, есть, но у вас, насколько я смотрю, срок трансформации гораздо короче, чем везде это сказано. У вас именно кружок, у меня почему-то идет 9 лет. Так, то есть поэтому здесь говорить, что вот для всех водолеев трансформация будет у всех, потому что, ну, Плутон такую роль тоже играет у нас, но трансформация у всех будет на самом деле, то есть, ну, у каждого будет по-своему. Да, Иринка вон пишет: "Приходите к нам на семинар, мы покажем, как можно чиститься солью, травками, как можно себя оберегать браслетами". Да, не забывайте, что у нас будет семинар в "Матрикс" 24 февраля. Это только лично, это не будет онлайн, то есть потому что здесь идет передача через руки, здесь работа практическая очень много, фантомная и всего остального. Опять программа именно первого курса. Я говорю, я уже много раз говорила, я постараюсь в ближайшее время настроиться на программу более серьезно, то есть на второй курс, но это будет туда попозже. Единственное, смотрите, то есть будет выставлено объявление, в апреле будет у нас семинар тоже личный. Он не будет связан с эзотерикой. Это больше связано с психологией, да, то есть и работа над собой. При этом он будет интересно происходить, то есть не только я одна буду ведущая, да, то есть там будут девчонки мои, моя команда тоже будет работать с вами. Но там очень ограниченное количество людей, потому что там надо индивидуально, полноценно, индивидуально с каждым работать. Так что наблюдайте, если кто-то захочет, будем вас рады видеть. То есть будет стоять адрес, все это будет стоять, и когда это будет происходить, но это будет в апреле. Лилия, насчет граната. Правда, что его нужно дарить, чтобы был толк? То есть работает только дарен? Нет, неправда, Оля, абсолютно неправда. Гранат, когда я с ним работаю, то есть, честно говоря, он очень хорошо на женское влияет, очень хорошо, на притягательность. Сколько я уже это замечала, то есть я вот гранат именно в этом смысле открыла. То есть он прям вот притягивает. Еще эхо в доме, когда нет домового. Может быть, никогда не замечала, честно говоря. Но я, если приходила в гости, я ж там не могла кричать, понимаете, чтобы эхо или громко говорить. У меня бардак дома, но домовой есть. Любит, когда я иногда пеку хлеб. У меня тоже я не идеально все, то есть мне некогда просто-напросто особо. То есть бывает и сказать, что у меня все по полочкам разложено. Нет, у меня тоже хаоса хватает. Так что но вот кто ко мне не приходит, они говорят: "Как бы у тебя не было, у тебя всегда очень тепло". То есть, даже не по опять же, не по топке, да, там, что отопление, а именно тепло.
Чувство, когда запах сладкий, удушающий, когда это, да, это, Жень, это так и есть. То есть, если вы чувствуете, вы, значит, контактер, то есть и вы знаете, когда приходит смерть. Вы работаете с сущностями или и с непокойным? Да, работаю. Когда нет домового, то чувствуешь, как будто дома серо и холодно. Мгм. Ой, ну ё-моё. Щас, подождите. Ваши прогнозы сбываются у меня на 100%. Я так рада, что не утром прогноз. Классно, ваш голос, эмоции. Так хороший вечер. Светочка, спасибо, моя хорошая. Я всегда очень жду ваши прогнозы. Для разнообразия возьмите шампанское. Нет, я шампанское вообще не пью, абсолютно. В Германии 30 лет, вышла здесь замуж, тоже этнический немец, трое детей родились, наступили тяжелые времена. Муж тянет вернуться в Россию, дети не поедут, я не хочу, я из Казахстана. Но я тоже из Казахстана, поэтому то есть, постарайтесь с мужем договориться, возможно, какую-то вот другую европейскую страну, все равно можно. Но опять же, вот если брать другие европейские страны, в которые можно переезжать, надо ехать туда, где так называемая целина. То есть, во-первых, чтобы не искать там работу, надо быть зельбстэндиг обязательно, потому что там с работой всегда очень сложно. Такие, которые по рангу ниже немного страны, то есть они все сюда едут на разные заработки, вы знаете. Но вот свое там можно поставить, то есть весьма неплохо, то есть именно на развитие ехать. Щас. Как можно делать донацию с российской карты? Есть российская карта, точно так же и здесь, то есть она выставлена, можете туда скидывать, если у вас есть желание. Мы у Сиди уже чекаем прогноз широдиагноз. Ой, спасибо, Викочка. Лилия, год у меня начался интересным ощущением, но пока не могу понять. Снятся сны интересные, понимаю, что подсказки, но пока я не могу разобраться с этими подсказками. Все придет. То есть оно потом все приходит постепенно, постепенно, то есть когда вот на основе своего опыта у вас придет. То есть это не сказать, что вам, да, там ждать годами, нет. Но если у вас сейчас часто это проявляется, то есть вы очень быстро к этому дойдете. Часто были сны и видения, что я на СВО. Саш, опять же, нужно просматривать. Как вернуть полеты во сне? Очень плохо без них, очень тоскливо. А вы не задумывались о том, что вы сейчас, в принципе, летать можете и наяву? То есть не то, что вот там крылья распустили и полетели. Нет, а что у вас вот именно как раз вот вы можете скакать, то есть, как я это называю, скачки, куда-то скакнуть, посмотреть. То есть это ощущение как раз полета тоже происходит. Попробуйте посмотреть, то есть, потому что сейчас идут изменения очень интересные. И сон, ну вот как мы грубо говорю, и опять же, сон сливается с реальностью. Посмотрите, может, вы можете уже так двигаться, передвигаться. Блин, щас, щас. Где мы тут дальше? Как вернуть полет? А вот мы дошла я до этого сейчас. Вы думаете давать украинскому телевидению интервью из-за количества хейта? Вам не хочется? Нет, не хочется абсолютно больше. Почему? Потому что каждый народ ожидает что-то положительное, понимаете, естественно. А у меня не получается где-то там соврать или что-то еще, понимаете. Естественно, будет хейт. Зачем мне эта грязь лишняя нужна? Просто-напросто. Поэтому я не буду давать, то есть как бы ни просили, были уже запросы и много-много раз, то есть поэтому я не хочу этого. Потому что сейчас настолько сложно, и говорить человеку плохое прям там же, да, в этом эфире, в том же самом, зачем это нужно делать? Либо какие-то надежды, которые не сбываются. То есть там такое количество сейчас провидцев, то есть они все там, не хочу просто-напросто. Зачем? И я стараюсь как можно больше отойти вообще от политики, то есть не лезть туда. Потому что это действительно такой хайп, на котором все зарабатывают очень даже неплохо, а я хочу от него отходить. Ален, я не буду смотреть Одессу, то есть я уже говорила по Одессе. Свекровь умерла у мужа на руках, так он сказал, что за 10 минут до этого она разговаривала с умершей сестрой, как будто она рядом стоит. Они же приходят. Они приходят, чтобы помогать переходить. У меня домовой с кошкой играет. Добрый вечер, Лиля. Может ли дом призываться к жильцам? Да, может.
Мучается ли душа самоубийцы? Как можно помочь? Можете читать молитвы. Есть в православии, есть молитвы для самоубийц. Как завести домового? Очень часто бывает, что место само не позволяет завести домового. То есть это мертвая земля, как я называю. То есть дома, построенные на кладбище, вот такое очень часто бывает. С квартирами немного другая ситуация. Там бывают квартирные. А вот когда дома именно на мертвой земле, там сложно. Поэтому призвать туда, то есть вы можете какую-то сущь призвать. Но если у вас в доме все будет хорошо, то есть, к примеру, построенный дом, да, новый, все хорошо, у вас будет, нормальное отношение там с семьей и все остальное, он сам приходит. Поэтому здесь искать даже не надо. У меня когда сын с семьей в гостях, то он всегда говорит, что ему так хорошо, что его всегда на сон тянет, только на диван и спать охота, потому что спокойствие появляется. От чего зависят запахи в чужих квартирах? Люд, в смысле от чего? От людей, которые там живут? Анна, не могу это говорить, честно говоря, но не сейчас. То есть еще длиться будет. Перед Полина, сейчас. Так, где мы тут были? Вот, перед Новым годом часто ощущала запах ели, думала, что пройдет, но запах опять вернулся. Елку ветки не ставили. Почему вернулся запах через неделю после Нового года? Смотрите, с чем он у вас связан. Часто запах ели очень связывают с запахом смерти. Есть такое. То есть вполне возможно, что где-то в окружении, не обязательно, что это ваши родственники, а, к примеру, соседи или что-то еще, кто-то уйдет. Вы выезжаете на дом, нужна помощь, смотря где вы живете. Я же не могу в другую страну проехать или здесь в Германии черти куда ехать. Нет, я не поеду. Правда ли красные трусики на люстре притягивают деньги? Если вы в это верите, ради бога. Мать когда-то меня прокляла, скажем, так ляпнула случайно. Могу ли я поменять силу этого слова? Да, можете. Хорошую чистку, переустановку, все это можно делать. Чувствуется ваш позитив, вам приятно слушать. Спасибо и вам. Спасибо, мои хорошие, за благодарность, действительно, что вы его цените. Почему люди, когда со мной общаются долго по телефону, очень хотят спать? Я вампир. Здесь может быть 2, Ирен, здесь может быть 2 ситуации, что вы действительно являетесь нет, даже 3, вру, 3, что вы являетесь вампиром, на самом деле гипервампиром, не вампиром, а гипервампиром. Второе, что вы являетесь донором, потому что у доноров тоже такое есть, то есть они не скачивают энергию, они ее не дают. При общении у людей должен быть обмен. Всегда так было, то есть и так и останется, то есть это точно. И следующее, им просто очень спокойно. Вы даете спокойствие своим голосом. Вот это, наверное, самый оптимальный вариант. Поэтому люди хотят спать. Когда мы уезжали в Германию в 93 году, папина тетя говорила: вы еще возвращаться будете, пешком придете. Дети самостоятельно, я без них не смогу жить в России. Надеюсь на АфД-портай. Танюш, Вентас АфД... Так, если АфД придет даже к власти сейчас, точка невозврата уже пошла. Теперь, чтобы восстановить то, что, сделала партия Ампель, коалицион, светофор, забыла. То, что наш светофор сделал, то есть, а так как они у нас ходят под Америкой все это знают прекрасно, я не открываю тут что-то новое, то это будет длиться очень и очень долго. Палки в колеса будут вставляться, то есть поэтому здесь я так думаю, что лет так на 15, на 20 будет это затянуто. То есть именно восстановление. Так быстро этого не будет. Очень хочу попасть на второй курс. Обязательно сделаю. Я просто сейчас занимаюсь такими делами, которые не связаны вообще с эзотерикой. Есть у меня тут такое. И поэтому немножечко так еще, Оль, мне надо программу прописать полноценную. Шептать в правое ухо можно, может, домовой вообще может шептать, не обязательно в какой-то из ушей, то есть он может шептать, он может говорить, громко слова может говорить, все это есть. Часто замечаю, как люди часто обращаются за помощью, просто разговариваешь при встрече. Я думаю, притягиваю своих энергетикой, да, притягивайте. Лилия, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, целый день преследовал запах ладана. Ириш, посмотри, пожалуйста, что у тебя будет в ближайшее время происходить. Запах ладана тоже может быть связан, потому что ладан это все равно есть там добавление ели и все остальное. То есть что это происходит. Но еще могут быть предупреждения. Это когда есть в доме негатив, то есть и, скажем, тот же, грубо, домовой эти запахи запускает, чтобы понимать начали. Сделайте чистку квартиры, чистки дома сделайте хорошие, посмотрите, что будет.
Блин, где? Сейчас. Ладно, тут потому что иначе сильно далеко будет. Добрый вечер. На днях выходила из квартиры, услышала мужские голоса, оглянулась, никого. Что это могло быть? Где-то вы в какой-то портал заскочили. Скажите, пожалуйста, мой отец посадил фруктовое дерево, он разделилось надвое. Что это такое? Отец жив еще? Вот скажите, пожалуйста. То есть здесь может быть тоже две ситуации. То есть это проблема именно с отцом, возможно, да. Если нет, то есть если этого человека уже нет, то это может быть также, что у вас жизнь будет расходиться на две стороны. То есть придется выбирать. Олечка, спасибо, моя хорошая. Падеборн от меня очень далеко. Я живу в Бурхаузен, Альтётинг, то есть в этой стороне. Посмотрите, пожалуйста. Падеборн далеко. У меня на даче елка растет, и теперь я слышала, что нельзя возле дома. Я на даче даже сама посадила, тогда еще не знала. Лид, я не заморачиваюсь по этим поводам, честно говоря. То есть вот насчет елок садить, елки рядом. Говорят, березу нельзя садить во дворе, нельзя елку садить во дворе. То есть я на это вообще не заморачиваюсь. Вот честно скажу. То есть я вот эти приметы, так называемые, услышала только здесь. У нас мама когда-то посадила у нас в Казахстане 2 березы для моему брату и мне. И только здесь недавно я услышала, что березы вообще нельзя садить во дворе. То есть вообще. А у нас везде березы росли. То есть достаточно много. И также и с елью. Я тоже только здесь это услышала. Но это красиво, если голубая ель, например, стоит. Единственное, от них пауков много. Это я знаю, потому что у меня елка была, и вот в прошлом году она стала такой высокой, то есть она выше этого поднялась, крыша у нас. И ее просто срубили. Хозяин приехал, убрал ее. Ну и пауков было море от нее. Где мы дальше? Вот бы метла волшебная была, села, полетела, да, так, как мастер и Маргарита. Очень, кстати, хорошие. Очень мастер и Маргарита обожаю. Вообще люблю классику, очень люблю классику. Я люблю Чехова, очень. Я не люблю Толстого, кстати, совершенно. Я люблю Чехова, я люблю Булгакова. Булгакова не все я люблю, да, то есть поэтому, ну, с классикой я эту классику приучила, то есть свою дочь тоже, она очень ее любит. Она от Чехова тащится, нравится ей. От Булгакова, когда она прочитала на немецком, она буквально за вечер проглотила, то есть она даже сама не ожидала. То есть вот эти вот вещи. Да, есть, как говорят, что «Мастер и Маргарита» проклята, да, то есть именно спектакли либо фильмы, когда снимаются, что там что-то происходит с актерами. Есть, кстати, проклятые фильмы, и все это есть, так называемые, когда с актерами что-то происходит. Но все-таки это для меня шедевр, и это очень глубокое, очень интересное. Хотя вы знаете, что Булгаков был у нас человек неординарный, и он был все время под каким-то средством. Так. Пришли к тёще в гости, готовили квартиру к продаже. Мы учихались и ушли с аллергическим красными пятнами. Что это может быть? Ну, что-то у вас там есть, надо просто посмотреть. Я имею в виду не негативно, это, скорее всего, что-то вот, на что у вас аллергия. Может быть, пыль. Лилия, скажите, пожалуйста, как влияет тату дракона на человека? Спасибо. Тату дракона, оно дает, то есть если вы, конечно, мы берем китайскую, да, вот эту вот мифологию, а не Змей Горыныча, если вы, я думаю, что вы не Змей Горыныча рисовали. То есть оно дает прорыв, то есть дракон, вы знаете, было такое, это такое существо, которое в Китае очень уважают, то есть и, ну, немножко бывает жестковато. То есть многие ситуации вам придется как бы жестко проходить, но оно где-то помогает. То есть тату, кстати, тоже помогает очень много. Моя кошка избегает моей квартиры, приходит, кушает, убегает, на руках тащу домой, бегает как пуля. В чем причина? Что-то в доме у вас не то. Есть какой-то негатив, который блуждает. Скорее всего, здесь может быть с сушью связано. А, да, вот от Мюнхена я живу 70 километров. Кошка в доме сидит, вдруг скакивает, перескакивает через что-то, даже непонятная сущность какая-то. Домовой у вас играет с кошкой. Мгм. Благодарю за ответ. Где-то в подсознании были такие мысли. Кстати, скоро закругляться будем. Мы, переселенцы, оставили свою квартиру, живем в другом городе. Возвращаемся. Блин. А, вот нашла. Мы живем в другом городе, находимся в квартире, которую хотим купить. Подружились с
С домовым, я так понимаю, да? Как поступать с домовым? С прежним, он тоже хороший. А вы можете сделать так. То есть вообще говорят, мне желательно, у меня было в одной квартире, у меня было 2 домовых. Там надо будет договариваться. С ними прям договариваться, что они должны разделить свою площадь. То есть они могут там, действительно, бывают такие случаи, когда в одной квартире, в одном доме 2 домовых. Такое есть. Но им с ними надо договориться, что вот это вот твоя площадь, а это твоя площадь. Тогда будет спокойно. Мгм. Дважды потеряла обручальное кольцо и находила. Умер муж, вышла замуж снова. Теперь потеряла золотые честные, снова нашла их. Надь, обручальное кольцо терять — это нехорошо, честно скажу. То есть это тоже уже у меня проверено, но не на мне, а вот на девчонках, на многих, которые вот, рассказывают эти истории. То есть в основном сразу разводятся практически. То есть вот это есть. Насчет часов, ну, здесь я такое здесь для меня нет никакой приметы, честно скажу. Пропустила, очень жду второй курс "Матрикс". Да. Привет, Наташа. Э, я знаю, что вы из Казахстана родом. Вы видите, что ждет нас здесь в 24 году. Вспышки тоже идут, довольно такие интересные. Народ немного будут притеснять. Ну, не немного, но будут. В разводе 15 лет. Как забыть своего бывшего мужа, который каждый день о нем думаю. Хочу новых отношений, не получается. Что сделать, чтобы не думать о нем? Даже тапочки его выкинула. Юль, это не так просто, потому что у вас сейчас начался период, когда все плохое стирается и появляется только хорошее. Постарайтесь вспомнить то, что было плохого. Если вы, конечно, не хотите возврата его. Но еще скажу, очень часто бывает такое, когда спустя время, то есть люди все-таки разведенные сходятся снова. Даже если у них есть семьи, то есть они сходятся, и как раз эта мысль, она преследует очень долгое время, например, супругу там, либо супруга о том, что вот он из головы не выходит у меня, да, что происходит вообще такое. Потому что ты все время с кем-то сравниваешь его, он все равно есть, он в твоей жизни был и никуда не девался. Тем более, я думаю, что вы не один год жили. То есть здесь есть вероятность того, что вы опять можете сойтись. Хочется говорить и говорить. Мы переезжали, домового забрали, как вы учили, тапочки кидал, только тапочки выкинули. Скажите, домовой наш приехал с нами. Если вы тапочки занесли в дом, а не вышли с квартиры и выкинули тапочки, то он остался у вас в доме. Живу в Германии 9 лет, но с каждым годом понимаю все больше, что не мое место. Говорю с мужем, давай посмотрим другие страны. Он не против, но держит в страхе. Стоит ли ждать, когда мир успокоится? Понимаете что? То есть люди, которые приезжают, даже мы, вот немцы, которые, в принципе, вернулись, да, так называемую свою страну, все равно у нас все равно другой менталитет. У нас он, отличается от чисто немецкого менталитета. Я думаю, это все знают и скажут, что да, так оно и есть. У нас все равно корни в другом месте. Вот настоящим немцам здесь жить, да, но они тоже уже сейчас воют, вы это знаете. Но здесь вот для меня, например, чем тяжело? Я не хочу отсюда уезжать, я очень не хочу, потому что эта страна мне дала очень многое, но она у меня сейчас забирает слишком много. То есть вот здесь сложность есть в этом. Поэтому у меня так вынужденная ситуация, что, скорее всего, придется переехать. Но вот факт то, что здесь находиться постоянно, когда я еду в другую страну, и я вижу, что небо гораздо выше, чем здесь, оно здесь очень-очень низкое, оно давит. И устаешь от этих рамок. То есть рамки грандиозные. То есть, туда не ходи, сюда не ходи, да, шаг вправо, шаг влево, побег, прыжок на месте, расстрел. Вот тут честное слово. Вот сейчас вот в этой ситуации мы находимся. Я не жалуюсь, ничего не говорю, я просто говорю, что если есть возможность выбраться, есть выбор куда. Переезжайте, не жалейте. Так как вы уже один раз уехали из своей страны, то есть вам будет не настолько сложно опять куда-то поехать, потому что вы уже оторвали свои корни. Еще не пере Нет, я полноценно вообще, я говорю, я не особо хочу полноценно переезжать, но, скорее всего, придется. У нас опять новый закон выпустили, короче, тут заморочка. То есть и придется, скорее всего, перебираться. Добрый вечер. Потерялась одна сережка. Подарок к чему? Откупились от чего-то. Заскочить в портал — это плохо? Нет. А чё тут плохого? Мы все время в них заскакиваем, просто одни чувствуют, другие нет. А, подаю сглазу одной единственной женщине. Если вы знаете, что вы подаетесь этому сглазу, то, пожалуйста, делайте себе чистки, когда вы общаетесь с этой женщиной. То есть ставьте себе защиты и чистки. Это самое лучшее. Наз А какой праздник наступает? М.
Я вообще потерялась. Я даже сегодня 12, я даже не знаю, какой сегодня день толком. А, Старый Новый год. Да, скоро Старый Новый год. Да-да. Хвойные растения, если растут рядом с человеком, это хорошо влияет на психическую энергию человека. Во, Викочка, вы видите, как мне открыли еще новое что-то. Вот, и я поэтому, наверное, так и чувствовала, что ничего страшного в этом нет, что хвойные деревья рядом. Ваша дочь говорит только на немецком или еще на русском вы научили? На русском она меня слушает, то есть я разговариваю с ней по-русски, она отвечает мне на немецком. Сейчас, так как мы часто стали ездить в страны, где русскоязычные, то есть это вот та же самая Булгария, там, Булгария, когда мы туда едем, если там она пытается разговаривать на русском, да, но, она у меня знает несколько языков, поэтому ей сложности вообще не представляет куда-то поехать. То есть, ну, основной у нее немецкий, английский, то есть это основные языки, которые она в совершенстве говорит. Здесь они рождаются, блин, с английским, я так скажу, да. Русский у нее вот то, что я разговариваю с ней, стараюсь, она не всегда понимает, но вот простые там, вот если сложные что-то, какие-то там депричастие, то есть она не поймет, а вот надо разжевать и рассказать просто. Тогда она понимает все. Вот, но старается говорить тоже, пытается. Потому что я считаю, что русский все равно где-то, как английский, на нем можно практически везде говорить. Вы же меня понимаете. А если бы я говорила с вами по-немецки, вы бы меня не знали половина. Вот так вот, то есть. И, китайский она знает немножко, корейский она неплохо знает, японский она выучила сама. То есть вот эти языки она знает. Сейчас она пыталась, французский учить, но он ей не нравится абсолютно. Ириша так, окей, здесь тоже другое. Доброй ночи, ушел муж от меня. Это по программе. Инга, вас надо смотреть. Ребята, девочки мои, мальчики мои хорошие. Понимаете, личные ситуации, когда такое происходит, надо посмотреть. Программа это, не программа. Увели, не увели. То есть негатив есть, не есть. То есть это надо все посмотреть именно в личном. Мастер Маргарита мое, обожаю Булгакова. Я пыталась читать еще «Собачье сердце», не зашло вообще. То есть я пыталась там его рассказики читать, не заходит мне и все. Понимаете, то есть, кстати, как у Шекспира, да, то есть мне не заходит абсолютно никогда. То есть я еще когда читала там в детстве там "Ромео и Джульетта", вообще не заходит. Зато заходят его стихи. Очень люблю вообще стихи Шекспира, удивительные. Добрый вечер. Когда езжу к подруге в гости, по приезду домой появляются болезненные ощущения в теле. Вы являетесь, скорее всего, Аллочка, биоэнергетом, который человек на себя берет. Биоэнергет берет на себя весь негатив и берет какие-то болячки. Поэтому здесь надо как раз защищаться от этого. Услышала про донора в предыдущий эфир. Благодарю вас. Второй день зашевелилась, а значит, я не донор. Я энергию не жалею, отдаю. А вот закрываться бывает забывается. Кот-бегемот смешной. Эм, Каждая персонаж каждый, который там прописан, он действительно связан с потусторонним и не просто так. То есть кот-бегемот — это, вы знаете, то есть это у нас демоническое существо, да, то есть это один из демонов. То есть Азазела тоже один из демонов, понимаете? То есть там, если более глубоко изучать, не просто читать, изучать, очень много интересного открывается. Блин, проскочила опять. Жаль. Где тут? Ну ладно, сейчас я далеко не ухожу, потому что очень много проскочила. Благодарна свою сестру, что она меня направила на ваш канал. От вас и вашей команды идет такая классная энергетика, хочется слушать и смотреть, гороскоп совпадает. Еще, Ларис, спасибо огромное. Еще хочу просто сказать, что не забудьте, у нас сейчас вы своей моей командой, кто не знаком, вы можете познакомиться как раз на вебинарах, которые будут с 22 числа. Там стоят сейчас первые 4 девчонок идут, да, потом у меня там команда большая, вообще у нас с Юлей очень большая команда. То есть и постепенно мы будем вот так вот водить, чтобы вы знакомились, то есть они будут рассказывать о том, чем они занимаются, у каждого будет свой день, поэтому вы можете выбрать, в какой вы день, кому хотите пойти, и вам расскажут. Там есть свечная магия, травяная магия, то есть идет у нас там магия оберегов, то есть все это будет рассказываться. Магия соли тоже есть, то есть это вот какие-то моменты, чем они интенсивнее занимаются, они будут рассказывать. То есть как это делается и все остальное. Так, где мы тут дальше? Лиля, добрый вечер. У меня умер папа. На Рождество было 40 дней. На 9-й 40 дней на небе зимняя радуга. Могут ли это совпадение говорить о том, что он попал в рай? Я думаю, что для вас будет легче, если вы будете знать, что он попал в рай, именно потому что вы увидели это. То есть вам дали знак.
Переезжайте в Россию, клиентов будет масса. У меня и сейчас, понимаете, мне независимо, вот что мне удобно, и мне все равно, в какой стране я живу, не считая налогов. Вот это вот, да, то есть Германия сейчас самая на первом месте, по-моему, по налогам. Ам, Абсолютно, потому что я в основном работаю онлайн. Я редко принимаю напрямую, то есть что ко мне приезжают. Я деток могу принять, то есть я это делаю, то есть чисто деток и все остальное. Это я принимаю, либо чаще всего людей, которых я хорошо знаю. То есть, а так вот у меня все эфиры, все консультации происходят по видеосвязи. То есть WhatsApp, Viber, Telegram, это все происходит в таком виде. Мне так проще, я не теряю много времени, потому что даже вам скажу так, да, ну, может быть, здесь немножко мой этот, я очень ценю свое время. И когда к тебе приезжают лично, с человеком надо поговорить, надо чаем напоить, кофе напоить. А я ленивая в этом деле. Извините меня, кто ко мне ездит, да, я сейчас такое говорю. И затрачивается больше времени на консультацию, чем я вот четко, конкретно разговариваю там 20-40 минут. То есть вот это вот. То есть тут я на скорости иду. А когда у меня человек рядом сидит, я почему-то расслабляюсь. Я могу затянуть, понимаете, но кому хочется затягивания. Так, я бы с удовольствием. Так, подождите, нет, как влияет род на род самоубийство? Очень влияет и довольно серьезно. То есть род будет платить. Поколения будущие будут платить. То есть могут быть болезни, могут быть тоже самоубийства происходить, то есть несложения какие-то. То есть все это влияет. Как узнать, чем хочешь заниматься? Делать что-то новое для себя. Лучше всего, Андрей, это просчитать, то есть посмотреть по нумерологии. Все равно это наука серьезная, где можно примерно хотя бы вас в какую-то сторону направить. Так, с мужем вместе 21 год, любим друг друга, между нами, его зависимость, лудомания. Как спасти наш брак? Можно ли его исправить? Солнце мое, здесь надо все таки наверное, с психологом больше разговаривать. То есть если там нету негатива и это никакое, м, не воздействие именно магическое, конечно, такое надо бы посмотреть. То есть если никакое не магическое действие, то а так можно почистить, поправить, попробовать его перестроить. Но, опять же, если человек очень много лет в этой зависимости, то это сложно. Нет, нет, не перетягивайте на все страны нашего мастера. Мы рады, что с нами. Так, все, слушайте, мы уже больше часа опять сидим. Ай, блин. Как вам Норвегия? Я здесь живу по программе беженцев из Украины и не могу привыкнуть жить без солнца. Очень хочу в Украину. Я понимаю, что хотите, но не торопитесь, пожалуйста. Лилия, как относитесь, когда клиенты просят вживую на расклады Таро? Типа онлайн- это ерунда какая-то. Если, Катя, если вы имеете в виду вот такие погодушки массовые, то есть я отрицательно отношусь, честно. Когда обращение идет ко мне, что вот, ну, онлайн погадать, то есть, ну, не люблю этого. А вот я все равно же работаю, консультации по видеосвязи у меня. Потому что когда общая масса идет, то есть и количество, там, во-первых, надо все равно у человека скакать. То есть надо смотреть, какая у него энергия, что у него там за заморочки внутри. Все равно ты заходишь, ты смотришь его глазами на мир. Вот это вот происходит. Ну, по крайней мере, у меня так. А просто вот это вот, ну, такое. Ситуацию нормально не посмотришь, если вот опять же онлайн, да, все равно у каждого человека желательно бы ситуацию просматривать. Приходят же не с хорошим, а с плохим приходят. И надо искать, углубляться. Поэтому я не очень отношусь к этому. Так, ich habe Ihnen schon privat geschrieben. Ларис, слушайте, смотрите, у меня сейчас эти дни немножечко запарка произошла, да, там. Если вы мне написали, и я вам не ответила в течение там со вчерашнего дня, пожалуйста, напишите мне еще раз. То есть потому что у меня есть такое не очень хорошее качество, когда большое количество информации приходит, у меня же сообщений очень много, я могу открыть, посмотреть, подумать, я отвечу позже, и все, и оно ушло, потому что следующий человек пошел, а у меня времени нет, например, на ответ какой-то. То есть, ну, потому что просматривать надо что-то. То есть, поэтому, пожалуйста, если я вам не ответила, напишите. Но еще не злоупотребляйте, потому что как только я вижу, что человек начинает злоупотреблять, у меня такие есть, да, что вам сложно ответить, что ли? Ну, у меня всего лишь один вопросик, да, а этот один вопросик, я когда посмотрю по переписке, там каждый второй день этот один вопросик на разные темы. То есть, естественно, я просто потом человека могу игнорировать. Я блокирую очень редко. То есть я вчера, кстати, посмотрела, сколько у меня блокировки людей стоят.
Из того количества, что у меня там есть. Это там всего лишь, по-моему, 28 человек. Я даже удивилась. Мне просто интересно было. А, Скажите, пожалуйста, почему не могу вылезти из болячек? И опять смотреть надо. Это приват всё, девочки, это личное все. Я заскакивала в один неприятный портал, ощутила за собой наблюдение. Было неприятно. Бывает такое. Тоже прогноз совпадает. Да, еще раз напоминаю, мои хорошие, что прогнозы будут завтра на неделю в 6 часов вечера на "Ютубе" и на "ТикТоке". То есть я буду в "ТикТок" сейчас выходить. "Инстаграм" меня просто выбешивает. То, что там невозможно сейчас что-то делать вообще. Теперь смотрите, про запись на консультацию. То есть именно вам придется все-таки зайти в YouTube, потому что там у меня стоит в шапке профиля. Здесь я не помню, ставила или нет, там номер телефона, но никогда не звоните мне. Только пишите WhatsApp, Viber, Telegram. Номер у меня там один-единственный. Есть еще Наташин номер, но она отвечает у нас за вебинары. То есть, он ставится уже отдельно. Так, друзья мои, да, ставим лайки, не забываем. И, кстати, за один вопрос, Ирин, тоже говорю, да, просто так за один вопрос я тоже плачу, то есть цену беру, чтобы вы знали. Потому что, представляете, я утром просыпаюсь, а у меня, например, там 60 с лишним одних вопросов, да, то есть и каждый пишет: "У меня только один вопрос". Это какое количество времени затрачивается? Это же не так, что я просто ляпнула, я же всё равно смотрю это все. Так. Так, все, наверное, мои хорошие, будем закругляться постепенно, да. Опять же, повторюсь, завтра будет у нас эфирчик. Возможно, если у меня будет вечером настроение после эфира по прогнозам, я выйду еще в один в эфир. У меня такое есть иногда. Вот просто чисто поболтать. А сейчас я буду снимать видео, буду его выставлять. Видео небольшое, то есть и чтобы вы могли что-то у вас разнообразить какое-то, чтобы вам интересно было. Всё. Насчет вот сколько стоит расклад и все остальное, я присылаю общую информацию как раз в личку, если вы напишите. То есть потому что так просто там несколько видов консультаций, это все в личке будет написано. Все, прощаюсь, как обычно, сначала с "ТикТоком". Друзья мои, спасибо, что были со мной. Спасибо, что вы у меня подтягиваетесь, делитесь эфиром, когда вы у меня заходите. Мне будет это очень приятно. До свидания. И теперь YouTube. Спасибо опять же тоже благодарю вас, что вы столько мне пишете теплых слов, что вы меня поддерживаете и цените мою работу. Это для меня очень дорогого стоит на самом деле. Увидимся с вами завтра. Хорошего вам вечера еще и хорошей завтра субботы. Завтра все-таки суббота. До свидания. Мирного неба всем над головой. Это самое главное сейчас.